Всем доброй ночи. Кто у нас тут сегодня ночью собрался, не спящие? Здравствуйте. У меня, как всегда, пока заряжается, я же вся круженая, забываю обо всем. Чего ты там, Пуся, рычишь? Он тебя не видит, ему неприятно, злиться. Перед вами... Здравствуйте, здравствуйте. Перед вами 3 статуи смерти. Разных эпох, разных культур, но в любом случае. Привет, Настя. Если кто знает, то в католической культуре когда-то была Санта-Муэрте, святая смерть. Потом запретили этот культ, считая, что это из язычества, но в любом случае это не мешает людям до сих пор верить, поклоняться и приносить дары смерти. Кроме того, что смерть забирает жертв и смерть требует жертв, я хочу вам сказать, что смерть может сама предоставить дары. И смерть, смертная сила способна исцелять. Точно так же, как, например, мы очищаем людей на кладбище, да, мы можем и навести то, что нужно. Мы можем и... Так, мы можем и снять на этой смертельной силе то, что наведено. Сейчас просто читаю чат, пытаюсь посмотреть. Так. Вроде все. Привет, Софи. Вижу, ты тоже вся занята, вся в делах, аки пчела. Так, начнем. Что вы знаете о смерти? Какие предания слышали о смерти? И, ну что, какие представления имеете о смерти? Насколько вам знакома эта сила? Что вы слышали? Кто что слышал? Можете описать свои знания о смерти? Какая она должна быть? Добрый вечер. Ее изображают костлявой, ее изображают наполовину женщиной, наполовину скелетом. Да, это хорошо. Иногда надо и спать. Вот. Почему она изображается так? Ну, богиня. Это сила. Божества немножко другие. Я уже об этом говорила, что есть боги, есть силы, которые подчиняются богам. У этих сил в подчинении есть духи, которые подчиняются силам. И у этих духов есть души в подчинении. Вот таким образом иерархия делится. Она скорее сила, чем божество. Она сила. Но боги, которые связаны с потусторонним миром, с миром мертвых, да, с миром умерших душ, они есть, но потому что с принятием христианства, да и вообще любой религии, смерть стала как бы такой карающей рукой Бога. Смертью стали пугать людей, что вот смерть, она неизвестность, и за свои грехи нужно будет платить, что там есть ад, что там есть рай и прочее, прочее. Но смерть на самом деле это вечность. Привет, я. Смерть это всего лишь вечность, всего лишь переход в вечную жизнь и в разные измерения. Я про это уже вам рассказывала. Можете открыть, посмотреть, чтобы каждый раз одно и то же не рассказывать. Что происходит с душой после смерти? Откройте, посмотрите. Таких роликов у меня очень много.
Согласно преданию, скажем, славянской магии, да, смерть – это дочь Верховного Бога. Ее супруга он наказал и отправил в мир духов, то есть убил его. Но она настолько горевала, настолько день и ночь переживала, плакала за него, что просто превратилась в какое-то костлявое существо. И отец, пожалев ее, не знал, как быть. Вернуть его он не имел права, потому что он его как бы всенародно казнил, да, наказал. Это было бы не очень правильным. А как сделать так, чтобы соединить дочь с возлюбленным? И он отправляет ее властвовать в... Он отправляет ее властвовать в мирах смерти, то есть она становится хозяйкой кладбища или силой смертной, или, скажем так, духом смерти и так далее. И вот она изображается наполовину женщин, наполовину уже разложившийся скелет. Изображают смерть очень часто, и статуи смерти изображают это женщина или просто безликий скелет с лохмотьями, потому что это все должно соответствовать, собственно говоря, силе смерти. Понимаете, как вам сказать? Ведь тлеет одежда на мертвеце. Вот одежда тлеет на мертвом, и сама смерть представляется такой, как тлеющей женщиной, да. Азраиль или Израиль? Наверное, Азраиль, нет? Потому что Азраиль, он есть уносящий души. Наверное, скорее всего, Азраиль. Израиль это больше похоже на как бы праотца евреев. Доброй ночи. Итак, давайте, да, Азраиль, давайте возьмем кого-нибудь из вас. У меня бабушка нас так называла, Азраилы. Те, которые мы достают ее душу, вынимают каждый, вытряхают ее душу. Вот она нас, вы как Азраилы тут ходите, не даете жизни никому. Поэтому я знаю, что это Азраил. Коса это говорит о том, что она жнец, она забирает души. То есть время жатвы подходит. Забирающий это первый символ, и второй этой косой она обрезает нить, которая связывает нас с жизнью. Обрезает нить. Я извиняюсь. Сын, у меня прямой эфир, попозже поговорим. Хорошо? У меня прямой эфир. Да, чуть позже. Ты дома? Все, давай. Пока. Так. Смотрим, кто у нас тут желающих поучаствовать в этой... У меня чат пропадает, сейчас открою. Все, увижу вас. Итак, есть желающие излечиться силой смерти, господа? Сейчас начнем. Нет, я пока возьму людей, которым нужно. Угу. Я сейчас сама вам скажу. Так, Светлана Покромович, у вас с сердцем проблемы, у вас сердце слабое, во-первых. Руки дрожат. И остеохондроз, наверное, потому что видно с позвоночником проблемы. Плечи болят иногда, прям горят.
Все взяли, надеюсь, платки, как я и говорила. Вот этого чмошного существа, вот, который тут пишет, зелененький какой-то, выкиньте нахрен отсюда. Выкиньте это ублюдское существо отсюда. Так, Светлана. Где у нас? Добрый. Если вы будете так пропадать, то я не смогу с вами связаться. Так, Светлана Корнева, правильно? Я с вами говорю. Я вам пишу. Пишите. Отзывайтесь, товарищи. Нет, я обратно заблокировала. Ну ладно, если Светлана не пишет, значит у нее пока... Да. Все. У вас левая рука не имеет? Это и говорит о том, что у вас сердечная недостаточность начинается. Это может быть еще не так как бы проявляется, но потом проявится. Нет, я пока Светлана Крамович с ней говорю. Давайте так. Добрый день, добрый вечер, Гайны. Как будете готовы, дайте знать. Вам нужно будет платок накинуть на голову и закрыть глаза. Но перед этим написать, что вы готовы. А потом напишите нам сюда или под ролик ваше состояние, что вы чувствовали. Я жду. Готовы, отлично. Садитесь, закройте глаза, положите на голову платок. Пока еще не пишем ничего, просто и беседуйте между собой, потому что если я начну с одним человеком работать, другие просто должны общаться, просто общаться. Итак, начали. Закрыли глаза, Светлана. Сидите, расслабьтесь. Руки по бокам. И слушайте меня. Сейчас у вас будет ощущение, как будто голова кружится. И ноги станут очень тяжелые. Смотрите вперед. Сейчас увидите темную бездну. Будет холодно. Внутри будет трясти. Режущая боль внутри, в области живота, как колит. Вы бы побоялись много чего держать, но вы не равняйте себя со мной. Вам до меня очень далеко.
Мне советы ваши пустословные, абсолютно неинтересны, чтобы вы дома боялись и чего бы не боялись. Я вас это не спрашиваю. Если мне нужен будет ваш совет, я спрошу обязательно. Смотрите вперед. Сейчас будет холодно, колючий холод. Закружится голова. Будет ощущение, как будто вас тянут куда-то, словно душу вытаскивает изнутри. Дышите глубоко. Вот все тело покрывается мурашками. Трясутся ноги. Вытягивается изнутри нечто, как дым. Вытягивается, как дым. Поднимается наверх. Сейчас острая такая боль кольнет. Опять в области желудка или живота. Дышите глубоко. Откройте глаза. Придете в себя и напишите, какое у вас состояние. Если вот сейчас все, кто находится здесь, почувствуйте легкое такое головокружение, это нормально. Потому что те силы, которые призываются, когда я начинаю работать, они, в принципе, да, есть такое. Так. Воздействовать на людей, которые в чате, можно. Можно по простой причине, что пока вы сидите, я вашу энергетику могу уловить. Добрый вечер, Сюзанна. Пока ничего не говорю я ни про кого. Я здесь не смотрю кого-либо. Когда Светлана придет в себя, она напишет, что она чувствовала. А теперь вы все почувствуете коньячный запах. Вот кто почувствует, тем не скажете. Слова вы не будете слышать, потому что эти слова, которые я произношу, не для всех. Светлана приходит в себя. Запах спиртной, коньячный, когда почувствуете у себя рядом, мне скажете. Да, мутит, может и плохо стать, может быть и внутренне такое. Состояние отвращения, все что угодно. А сейчас повторяйте за мной полголоса. И как только вы повторите и закончите, рядом с вами почувствуйте аромат спиртного. 80% из тех, кто здесь находится. Это такой эксперимент с силами смерти, который переносит все через пространство. Давайте за мной. Малаха, Ги, Су,
Малаха. Малаха. Ги. Су. Малаха. Это древний язык, не скажу какой. Вот и напишите теперь, что вы почувствовали каждый из вас. Да, да, да. Ольга, у вас открытое что-то дома. Либо балкон открыт, либо все, забыла уже. Ну, открытый, потому что дует что-то. Это о том, что можно воздействовать по-разному на людей, если есть желание. Вот вы же любите в таких экспериментах участвовать. Вот я с вами и провожу такие эксперименты, потому что эти силы, которые вызываются в вашу жизнь, ну как вам сказать, на самом деле это игра разума. Никто из вас коньяк рядом не видит. Да, давит в груди. Сейчас пройдет, Светлана, чуть-чуть придите в себя. И, как вам сказать, через вот это пространство, через эти силы, через эти сильные слова можно на людей воздействовать. Это реально, поверьте мне. Это я к чему? Хотите, я вам сейчас покажу, что чувствует человек, на которого наводит порчу. Но у вас не будет порчи, конечно, не переживайте. Но вы сейчас почувствуете, что обычно чувствует человек, на которого наводится порча. Просто на секунду. И, может быть, это вам пригодится в дальнейшем, если вдруг вы эти вот ощущения, они очень, как вам сказать, неповторимые. Такие ощущения вы потом не почувствуете нигде. Поэтому, если вы когда-нибудь снова эти ощущения почувствуете, вы можете с уверенностью сказать, что на вас что-то наводится. Раз уж я не успеваю со всеми, давайте поработаем с вами, дорогая публика, со всеми вместе. Может пройти и дикая головная боль, и все что угодно. Как будете готовы, скажете, а я вам просто покажу, что чувствует человек, который... Есть люди, которые не чувствительны, Ольга. Не все могут чувствовать. Я же говорю, 80%. 80% людей это чувствуют. Со всеми остальными иногда нужно работать. Вообще не чувствуют ничего люди, у которых есть определенный груз предков. Это может быть проклятие рода, все что угодно. Они, как правило, нечувствительны. Они очень тяжело чувствуют. Никак не подготовиться, просто сказать, успокоиться, сесть и послушать меня. И просто писать периодически то, что вы ощущаете. Теперь смотрите, когда делается порча, скажем, через силы смерти, да, мы сегодня с вами через силы смерти это делаем, делается порча на человека через силу смерти, наводится на его верхнюю головную чакру, голова, смотрите. Мы еще только начинаем, Лидия. Голова. Значит, начинается следующее. Жар. Вот сейчас сидите и почувствуйте этот жар. Через, может быть, минут, секунд 20-30 начали, не отвлекайте.
Вот, почувствовали, как чувствует человек, на которого порчу наводит. Радуйтесь, что на вас не порчу сейчас наводит, а просто вам показывает, что чувствуют люди. Нужно брать, это для ведьм, которые хотят, если у них сил хватит. Вот делается таким образом треугольник, значит, концентрируется, и я читаю ваши имена, и на каждого из вас это отправляю. Сейчас мы не об этом говорим. Начинаем. Головная боль может начаться, тяжесть, тошнота. Будет ощущение, как будто вы в каком-то потустороннем состоянии, как в прострации. Сердце быстро бьется. Внутренняя трясучка, и начинается некий страх. Кто-то может почувствовать одно, кто-то второе. А сейчас может быть ощущение, как будто у вас дома воняет чем-то. Вонь. Паническая атака. А теперь вздохните глубоко. И словно у вас просто из плеч что-то упало. У каждого человека свое ощущение. У каждого человека свои ощущения. Вы не сравниваете друг с другом. У кого-то начнется тошнота, у кого-то жар, у кого-то страх, у кого-то холод, у каждого свое. Вот, значит, у вас такое, Сергей. У каждого свое. Насколько вы чувствительны к порчам. Понимаете? Вот есть люди, которые сразу схватывают. Есть люди, которые, с которыми тяжело, до которых тяжело достучаться. У каждого свое. Теперь сделаем следующий эксперимент. Что чувствует человек, которого пытаются подчинить себе? Давайте вот это почувствуем. Я сегодня буду с вами вести эти эксперименты по той простой причине, что сегодня я вам показываю дары смерти. КН, напишите на русском языке. У нас русскоязычный чат. Мы хотим просто все посмотреть, читать, какие ощущения у кого. Ничего обидного здесь нет. Я вам уже сказала. Есть люди, у которых очень сильный груз. Добрый день, Ардак. Очень сильный груз именно связан с родом. И такие люди нечувствительные. Они ни хороший, ни плохой могут не чувствовать долго. Начали. Когда пытается вас подчинить своей воле, когда пытается навязать вам свою волю, перед вами будет ощущение, как бы такое чувство, что резко какие-то сцены из жизни, но не вашей жизни. Вот сейчас я попрошу всех закрыть глаза, ничего не писать, абсолютно ничего. Просто слушайте мой голос.
Слушайте мой голос, ничего не пишите. Когда я вам скажу, откройте глаза, напишите свои ощущения, дорогие друзья. Но сейчас все вместе ничего не пишите. Если не ощущаете, у вас, скорее всего, родовое проклятие. У таких людей чувствительность закрыта, чтобы они попадались постоянно в какие-то нелепые ситуации, потому что у человека всегда есть некая сила, которая предупреждает. Если вас вообще не предупреждает, это очень плохо. Спасибо. Все, закрываем глаза. Пока ничего не пишите. Просто закройте глаза и слушайте мой голос. Все. Напишите, когда я вам скажу открыть глаза. С закрытыми глазами слушайте мой голос. Смотрите вперед, не открывая глаз. Бездна, темнота, колючая бездна. У вас сейчас будет ощущение чувства страха. Чувство жуткого страха внутреннего. Дышите глубоко. Попытайтесь увидеть, кто там в темноте. Перед вами некая сущность проявится. Постарайтесь разглядеть. Эта сущность черная, без лица. Она движется к вам. Такое чувство, словно с вас хотят вытащить вашу душу. Вы как летаете по комнате, хотя сидите на месте. Голова закружилась, в ушах звон. Кровь поднимается к вискам. Страшно, сердцебиение, жуткий страх внутри и паника. Как будто вас хотят куда-то забрать, словно что-то у вас хотят отобрать. Дышите глубоко. Откройте глаза. Вот так происходит, когда ведьма влияет на ваш внутренний мир, пытается вас подчинить. Конечно, на вас сразу все это невозможно и навести, и снять со стольким количеством людей. Это невозможно, но те люди, которые сидят, наблюдают, и те люди, которых я могу на своей энергии держать, они это почувствуют, я на них влиять могу. Вот все, что почувствовали, теперь пишите. Теперь вы понимаете, насколько сильно чувствуют люди и порчу, и наоборот чистку, и все на свете. Это все чувствуется. Просто не все это признаются. Но это уже второстепенный вопрос. Ну что, господа, пришли в себя? Да, заложенный нос, это да, и уши. Получилось, не получилось, это же мы не делаем для того, чтобы у кого-то получалось. Мы говорим, какой человек, какую чувствительность имеет к этому всему. Люди, у которых есть защита рода, эти люди чувствуют сразу любые атаки. Я вам объясняю. Люди, у которых есть защита рода, они сразу чувствуют любые атаки в виде паники, страха, головной боли, головокружения и так далее. Люди, у которых нет чувствительности, у них закрыто. Вот у них опасность есть, потому что на этих людей очень легко воздействовать, и они очень легко попадут в капканы, в просак, а у них чувствительность закрыта, как бы сказать вам. Сила, которая должна предупреждать их, она их не предупреждает. То есть они беззащитны. И поэтому те, которые не чувствуют, не радуйтесь. К сожалению, тут радоваться нечему. Так. Легкость. Господи, какую глупость пишут некоторые. Я сейчас не провожу здесь консультации, я совершенно другое. Дикал начал чесать правый глаз, не могу. Ну, у каждого свое. Как стекло, как камень. Выйдите, потом напишите свои ощущения, головная боль. Вот.
Зеленый туман. Видите, у каждого своя чувствительность к этому. Ну, хорошо, когда человек чувствует какие-то воздействия извне, и очень плохо, когда человек их не чувствует. Это значит, нет предупреждающей силы, и очень легко на этого человека навести все, что угодно. Понимаете, к чему я? Шум в ушах. Нет, к этому не научишься, Сергей, это должно быть дано. Так. Да, да, да. Руки. Вот из зеленого ледника никакого страха. Видите, у каждого свое. Пожалуйста. Каждый человек по-своему чувствителен. Прекрасно. Хотите ощутить сущность у себя дома? Есть желание? Ну, еще боль и так далее. Кто хочет ощутить, говорите, чтобы я знала, чтобы остальным их не насылать. Потому что ничего веселого там нет. Ничего страшного, вы не сильно опоздали. Распугаю, чтобы они знали, с кем имеют дело. А то они все стремятся ведьмами, колдунами стать. Даже понятия не имеют, что такое ведьмы и колдуны. Вот и надо их распугать, чтобы они просто знали, как и чего. Закройте сейчас глаза. Да уйдет он, уйдет. Сущности, они через стены перебираются, они через пространство, они как угодно они заходят. И, ну, кто не хочет, пусть не чувствует. Кто не будет это проводить сейчас, у тех этого не будет. А кто желает, садитесь напротив телефона, экрана, вот как вы смотрите. Должна быть темнота, учтите это. Закройте глаза. Закройте глаза. Ни у кого ничего не останется. Не бойтесь. Закрыли глаза те, которые хотят видеть сущность. И слушай меня внимательно. За мной. Повторяйте сейчас. Вот видите. Духи, они везде существуют, они везде есть. Их можно отправить куда угодно и кому угодно. Учтите это. Была бы сила, все что угодно можно сделать. Те, кто хочет, чтобы у них дома появилась сущность, она уйдет потом. Повторите за мной. Зову тебя из темного бытия. Земля, откройся, разверзнись. Зову тебя из темного бытия. Приди, покажись, кто бы ты ни был. Сквозь пространство и время. Приди, покажись, кто бы ты ни был. Некоторые из вас сейчас увидят то, что я вижу очень часто. Но это будет на несколько минут видения, потом это уйдет. Тебе не сущность нужна, Яна, а рабсила, чтобы на тебя пахали мои черти.
теперь дышите глубоко. И говорите. Аванабил черед хат. Это 3 силы духи, которые в основном отправляют своих подданных туда, куда зовут. Аванабил черед хат. Откройте глаза. Кто что чувствовал, или после того, как открыл, почувствовал присутствие, или холод был, или мороз, или наоборот жар по лицу. У каждого свое чувствительность своя к сущности, поэтому одинаково оно не будет, уважаемые люди. Итак, слушаем вас. Нам очень интересно. На нее и так работают духи день и ночь. Она еще не заметила. Холод может быть могильный холод. А кто хочет, чтобы сущности пришли и кинулись на вас душить? Есть такие смельчаки, которые захотят на такой эксперимент пойти? Почувствовать атаку сущностей. М? Да. Так, холод, мурашки. Давайте сначала сделаем следующее, перед тем, как эксперимент провести. По-доброму не душат. Вы просто общайтесь между собой. Когда у вас начнется скрип дома, напишите, пожалуйста, у кого началось, хорошо? Я начну. А мужчины разве не боятся этого? Мужчины боятся больше женщин. Вы думаете, что для мужчин это не страшно? Скрип скрипучий. Вот сейчас почувствуйте. Тот, кто скрипит по ночам. Тот, кто скрипит по ночам, хрипит по ночам, ходит, скрипит. Скрип скрипучий. Скрип скрипучий. Ночной гость. Заскрипи. Покажи свою мощь, силу. Вызываю скрипучую силу. Скрип скрипучий. Приди, скрипи. Заскрипи. Стучи, скрипи. Скрип скрипучий. Шкребись по стенам. Или шкряб по стенам, или скрип. А теперь напишите, кто у вас почувствовал это. Дорогие друзья, скрипучего духа. Боитесь? Вот так вот. Я знаю, что некоторые, правда, на паузу поставили от страха. Но у кого там заскрипело? Стучала с балкона, может и стучать.
Но я не скажу, что это над кроликами, это над людьми. Дальше кто? Кто-нибудь меня слышал вообще, что было сказано? А вы считаете, что скрипучие они будут сейчас прямо бить там по мебели? Ну, ночью может начаться кардебалет. Поэтому сейчас поосторожнее. У кого-то холод, у кого-то страх, у кого-то скрип. По-разному проявляется. Но скрип тоже часто бывает. Слышали очень хорошо. Дальше читаем. Про это тоже я сниму эфир и расскажу, это кто был. Про что? Да не бойтесь. Что за глупости пишете вы здесь? Да. Вот у многих, даже те, которые были нечувствительны к другим экспериментам, почувствовали этот. Я не сейчас буду про самоубийц говорить, а в отдельной теме. Сегодня совершенно иное. Шкряп пошел, вот и хорошо. И холод. А вы говорите, ой, нету, что-то я не слышу. Я же вам сказала, подождите еще. Не надо так раньше времени. А я думаю, что за поклонники? На кухне есть... Господи, кто тут пришел к нам? Кто ж там пожаловал, этот разлюбезный друг? Друг разлюбезный. Очень хорошо. Нарисовался, да, ну. Как говорят, да, если Магомед не идет к горе, то получается наоборот. Так, кто хочет эксперимент с зеркалом? Кто не боится зеркал, возьмите зеркало в руку. Зеркал боитесь, нет? Тогда подождите секунду. Угу.
Ну вот так вот сделаем с вами. Зеркало должно быть просто нечетким, поэтому сверху чуть-чуть надо водой полить. Меня не должно быть видно. Угу. Так, или возьмите сами зеркала. Видно? Сильно видно или чуть-чуть? Да, я вижу, что меня чуть-чуть видно, но я сейчас отойду. Угу. Сейчас меня не видно. Ну, все равно вы будете видеть, естественно. Вот, я как-то вот так сделаю, чтобы вы смотрели в зеркало. Отлично. Нет, я не приспособлю. Давайте так вот сделаем. Я буду проводить зеркалом, а вам придется самим брать зеркала. Возьмите дома зеркало, те, которые хотят, чтобы я с ними провела. Что такое? Постукивание началось у вас? Ну вы же сами хотели. Все, берите зеркала в руки. Я больше не буду зеркалом показывать. Достаточно. Нет, ну все же хором говорили, у меня вроде все тихо, вроде ничего нету. Я же сказала, погодите еще. Не надо радоваться-то раньше времени. Прекрасно, смотрим в зеркало. Посмотрите на себя в зеркало, ничего не пишите. Посмотрите на себя в зеркало, в глаза себе, в зрачки. Смотрите столько, пока не будет ощущения, что с той стороны на вас смотрит кто-то другой. Как только вы это почувствуете, начните говорить. В принципе, сейчас начнется. 1, 2, 3, 4, 5. Началось. Говорите зеркалу. Зеркало, отразись. Отражение, исказись. Мир темный, покажись. Встань передо мной. Вас сейчас затянет просто в это зеркало, словно оттуда некая сила заманивает и тащит вас туда. Говорите за мной. Уходи в зазеркалье, усталость. Уходи в зазеркалье, боль. Уходи в зазеркалье, отчаяние. Боль души. Все непотребное, что мешает мне жить. Снимись с меня, оторвись с меня, уйди в зазеркалье. Вот сейчас, когда вы смотрите в зеркало, когда у вас голова закружится, поверните зеркало, положите рядом
И напишите свои ощущения. Как вы себя почувствовали в зазеркальном мире? У нас еще много будет таких экспериментов. Пока что я постепенно к этому иду. Должно резко стать лучше, легче, головная боль пройдет, боль с глаз уйдет, тяжесть уйдет, и все, что сегодня вы почувствовали, уйдет и успокоится внутреннее состояние. Теперь можете спокойно написать. Что у вас и как у вас. А мы почитаем. Легкость, да. Вот все, что я вам сегодня навела и напугала, все это снялось через зеркало. Это на время, это же мы, как вам сказать, я же на вас это не навожу, на самом деле. Я просто пытаюсь вам объяснить и показать, что чувствует обычно человек, который пытается портить, на который пытается повлиять и так далее, и так далее. Все, Приватбанк заберите себе. Не ходите сюда со своими этими аферистическими поборами. Мы просто очень много уже видели таких. Вот и хорошо. Значит, ушло все то, что вам сегодня навели. А теперь вот руки тяните вперед, вот так вот. Держите ладони вперед. Да. Тяните вперед ладони и вот так вот ловите воздух. Вот так. И говорите. Воздух не виден. Атмосфера невидима. Духи не видны. Силу не увидеть. Но она ко мне идет. Вот так вот берите. Вбираю в ладони силу. Вбираю в ладони душу, дух Вселенной. Да будет так. И резко у вас просто закружится голова. Потом вздохните спокойно и отпустите эту ситуацию. А теперь те, у кого есть зеркала, давайте еще раз сниму ваше состояние тревоги и закончим на этом эфир. Потому что хочу, чтобы вы с легким сердцем меня отпустили. Все взяли зеркала? Экспериментаторы великие. Возможно повлиять на людей через эфир. Возможно. Если есть сила, то возможно все. Напишите, я жду. Так, берем зеркала, смотрим в зеркало, ничего не пишем пока. И говорим. Мой двойник. Говорите зеркалу. Мой двойник. Смотри на меня. Вникни в мои мысли и подсознание. Еще раз. Берем зеркало, смотрим туда и говорим. Мой двойник. Ничего не пишем. Мой двойник. Смотри на меня. Вникни в мои мысли и сознание. Очисти от дурных мыслей. Освободи от страха. Отпусти меня с миром.
Сам уходи. Да, да, смотрели, может быть такое. Сам уходи за 13 ворот. Слушай, кто ты тут вообще пришел? Что за придурок появился тут? Говорим зеркалу. Забирай, стяни с меня, что не мое. Еще раз. Забирай, стяни с меня, что не мое. Забирай, стяни с меня, что не мое. Отпускаю. Вдохните глубоко. Положите зеркало рядом. Сегодня в это зеркало не смотритесь. Переверните, положите рядом. Куда-нибудь положите, но не смотритесь сегодня. Вас сейчас сразу отпустит. Вот все это состояние, которое у вас было удрученное, оно сразу уйдет. Все ушло, ничего не осталось. Ну что, дорогие друзья, всем понравилось? Все поняли, как работают ведьмы? До всех дошло, как они воздействуют на человека. Как человек это чувствует за миллион километров. Как он это ощущает, как в нем начинается страх, паника, как он мечется. Так вот, вы теперь понимаете, что люди, которые орут, что ведьмы ничего не могут на них навести, врут. И очень нагло врут. Правда ведь? Все убедились, да? Вот так вот. Сейчас да, я читаю. Да, бывает такое тоже. Да. Здравствуйте, здравствуйте. Но, к сожалению, я не знаю испанский, поэтому, увы. Ну так, как говорится, утопающие поддерживают друг друга, чтобы вместе утонуть. Да, ну вы сами такие, спасибо, вы сами такие эксперименты не делайте в одиночку, потому что это опасно. Без руководства такие вещи делать нельзя. Нужно обязательно, чтобы кто-то был рядом. Сейчас подождите меня секунду, я последний еще очищу, успокою вас и подойду. Так, очухались все, товарищи? У всех все хорошо, все живы? А что там написали, Ян? Что такое? Кто-то еще залез? Ой, ну пускай тявкают, господи. А что им еще осталось в этой жизни? Только тявкать. Так. Вы еще долго будете вспоминать эти эксперименты, я вас уверяю, господа. Потому что мало где такое вам показывают. Знаете, кто показывает это все? Это все показывают люди, которые
уверены в себе. Те, которые не уверены в себе, будут показывать степановские заговоры, какую-то хрень. Страшно на горшок и спать, раз страшно. Чего ж ты тут ошиваешься, если тебе страшно? Да, это может быть чужая женщина смотреть, я согласна. Не спорю. А теперь вы почувствуете запах. Большинство из вас почувствует запах, именно тот запах, который у этого благовония. А я вам потом покажу для чистоты эксперимента. Покажу, какое мне именно благовоние это есть. Вы скоро придете в себя, у вас скоро все это начнет уходить потихоньку, так что переживать не о чем. Не-не-не, угадывать не нужно. Кто почувствует запах, он почувствует. Сквозь пространство тоже можно чувствовать. Глупости не несите, пожалуйста. У каждого своя чувствительность. Наверное, шутка, но очень глупая шутка. Погодите, не спешите, я вам сейчас отправлю этот дым. И вы сами почувствуете, что это за дым. Сладкое? Правильно. Все почувствовали сладкое. Вот правильно почувствовали. Сладковатый запах. Что там? Роза. Сладковатый запах розы. Запах дикой розы, поэтому он сладковатый. Так. Дорогие друзья, последний раз читаю ваши впечатления. Да, диплом ФЭМИ раздают. Извините, я дипломы не раздаю. Дипломы это у них получить можно. И это там. Все дипломы туда. Там дипломированные дуры сидят. Я просто... Нет, я снова заблокировала. Я просто думала, что я первая успела, поэтому... Читаю вас последний раз, что вы почувствовали, господа товарищи. Я специально как бы предупредила не заранее, чтобы слишком много народу не было, так спокойнее и интереснее провести эксперименты. Теперь вы приблизительно поняли, что чувствуют ведьм, вообще люди, которые связываются с ведьмами. Какие у них ощущения, какие у них панические страхи, атаки, какие у них жизненные ситуации, какая у них хрень творится. Да. Просто когда приходят неприятные, уродливые существа. Спокойной ночи.
Когда приходят такие уродливые существа, хочется быстрее убрать этих ублюдков. Вот. Вот еще одна притащилась. Все, господа, вам есть о чем подумать, вам есть что переварить. Сегодня в зеркало, в котором мы проводили эксперименты, не смотритесь, не стоит. Ага, да. Сейчас вам нужно прийти в себя, отдохнуть. И я вас уверяю, что у вас сон будет очень глубокий. Потому что после таких сил, ну да, часть лица, волосы показались в зеркале. Не померещилось, это так. Пожалуйста. Всем удачи, всех благ. И все, кто с зеркалом экспериментировал, ложитесь спать или полежите немного, потому что у вас сила ушла, и хотя вам станет легче и спокойнее в любом случае. Всем всего доброго.